Друзья, сегодня видео и проект будут немного необычными, я бы даже сказал, неподходящими для моего канала, но данная тема однозначно требует внимания, хотя очень надеюсь, что вам это не пригодится. Расскажу небольшую предысторию и причину, по которой мы подняли данную тему. Дело в том, что у моего отца уже давно обнаружилось заболевание, которое называется рассеянный склероз. Кто не в курсе, это хроническое заболевание нервной системы, которое очень плохо лечится, постоянно прогрессирует и проявляется, в принципе, у всех по-разному, но, как правило, это скованность движений, постоянный тонус и напряжение в мышцах, от чего, собственно, мой отец начал очень плохо ходить. И если кто-то знает какие-то действующие способы по лечению данного заболевания, напишите их в комментариях, либо скиньте на почту, будем очень вам благодарны. Так вот, поскольку у нас уже появился опыт в построении вполне рабочих вариантов электротранспорта, знаем, какие аккумуляторы нужно использовать, как управлять двигателями, и все в этом роде. Возникла идея собрать такую небольшую машинку, которая будет перемещать по улице человека с ограниченными возможностями. Может, это мало кому интересно, но, к сожалению, все мы не молодеем и неизвестно, что ждет нас в будущем. К тому же многие писали мне в личку, чтобы я показал, как можно бюджетно собрать подобную коляску. Конечно, они бывают заводские, но ценник у них как у неплохой машины, да и к тому же их не так-то просто найти. Допустим, в нашем городе я не нашел подходящего варианта, поэтому будем делать его самостоятельно. За основу мы взяли колеса от тачки, но не самые дешевые, а более качественные, с относительно хорошей резиной, диаметром 30 сантиметров. Следующая задача – изготовить поворотные ступицы. Для этого сделали 12 отверстия и сварили между собой два уголка. Ось же мы изготовили из 18 шпильки, которая хорошо подошла под штатные подшипники колес. По сути, ступицы уже готовы. Не забудьте установить в колесо отрезок трубки между подшипниками, если вдруг ее там нет. Для фиксации гайки решили просверлить отверстие на 5 мм и потом тут поставили шплинт. Далее нужна балка. В качестве поворотной обоймы решили взять газовую трубу внутренним диаметром 20 мм. Слегка ее подровняли, чтобы потом запрессовать сюда полипропиленовую трубу. Таким образом получили полноценную балку. Сиденья мы рассматривали разные, и пластиковое, и автомобильное, но остановились все-таки на офисном варианте, так как оно более удобное, легкое и имеет подлокотники. Однако нужно будет его немного перешить и усилить, что мы, собственно, и сделали. Двигатель взяли редукторный на 24 вольта от поломоечной машинки. Он достаточно мощный и простой в подключении. Большое спасибо подписчику, который нам его подарил. Ты до этого буксовал, ты знаешь, как в детстве. Только электрическое. Еще хотел показать вам очень крутое средство от компании Lavr, которое защитит обувь, одежду или, например, тканевый салон автомобиля от различных загрязнений. Просто наносим данный состав на сухую чистую поверхность, даем высохнуть, и все, вода и грязь нам уже не страшны. Эх, знал бы я о таком средстве, когда мы баги испытывали, было бы вообще супер. А то грязь нам, если помните, так и липла. Также нанозащита Lavr отталкивает пролитый сок или кофе. Дело в том, что это гидрофобное средство, оно создает защитный слой на материале, который отталкивает воду и другие жидкости. Загрязнения прям сами скатываются с обработанной поверхности. Самое главное, что это не вредит внешнему виду материала и сохраняются его дышащие свойства. Эффект просто класс. К тому же по моей ссылке и промокоду, который видите на экране, цена будет просто супер. Так что обязательно попробуйте эту нанозащиту. А мы продолжаем. Ведущие колеса мы решили переделать, то есть вырезать штатные втулки и сделать полноценные ступицы из старых промежуточных валов Нивы. Если честно, в данной работе много всего приходится вытачивать на токарном станке, так как подходящие запчасти в готовом виде найти сложно.
Вот, например, мы изготовили вал, на который в дальнейшем установится тормозной диск. В нашей конструкции он будет только один, но так как скорость небольшая, то его должно хватить. Кстати, с одной деталью я немного ошибся, а точнее ее просадил. Так вот, выручил прошлый лайфхак с медным купоросом. То есть мы нарастили на просаженной детали медный слой и с его помощью качественно отцентровали детали перед сваркой, так что имейте это в виду. Изначально мы хотели попробовать сделать цепной привод без дифференциала, то есть цельную ось со звездочкой и разным углом поворота колес решить вопрос управления. Но несмотря на небольшую ширину конструкции, поворачивала она очень плохо. Поэтому для хорошей маневренности нужно ставить либо два двигателя по одному на каждую сторону, либо дифференциал. У меня как раз есть диф от Электротрайка, он в принципе подойдет, пришлось только немного переделать вал под наш двигатель, но еще необходимо выточить валы со шлицами. Для этого я подготовил подходящую заготовку, обточил ее начало на глубину зубьев и керном отметил нужное количество пропилов. После проточил их под 45 градусов на фрезере. Занятие не сказать, что быстрое, так как каждый вал имеет 16 зубьев, но к счастью все получилось. Также мы сопрягли наш двигатель с дифференциалом и вырезали металлические пластины, на которых будут крепиться дополнительные подшипники. По сути, данную конструкцию можно уже устанавливать на ось. Перед тем, как собрать все основательно, мы сделали закаливание шлицевой части, так как металл там был мягкий, а нагрузка будет хорошая, поэтому данные действия точно не помешают. Ну и все, можно делать тест, пока что только на 12 вольтах. В итоге аппарат поехал, причем у него очень хорошая тяга, даже на таком низком напряжении. Далее стояла задача сделать поворот колес, то есть рулевое управление. И что мы тут только не пробовали. Сначала хотели сделать обычный руль, как на велосипеде, только откидной. Однако это совсем неудобно. К столу уже не подъедешь, да и вообще этот руль будет мешать садиться на кресло, и вставать с него. Далее хотели поставить рулевую рейку атаки, но она для данной конструкции слишком габаритная. Далее хотели воткнуть сюда механизм от электрического стеклоподъемника, но так как он очень слабый, поэтому под нагрузкой тут долго не проживет. Затем хотели собрать понижающий редуктор для мотора стеклоочистителя из старого дверного замка, но он имеет слишком большой люфт, да и вообще данная конструкция ненадежная. В итоге взяли редуктор от какого-то старого инструмента и выточили переход на моторчик стеклоочистителя. Для эксперимента мы собрали все на прихватке и подключили электродвигатель. В качестве рулевых тяг использовали автомобильные стойки стабилизатора. В итоге все заработало. Даже на месте с моим весом колеса легко поворачиваются. Но для движения в поворотах нужно делать более качественно и с соблюдением всех углов. То есть колесо, которое будет идти по меньшему диаметру, должно поворачиваться чуть сильнее, чем то колесо, которое идет по наружнему. Данное требование выполняется путем выставления рулевых сошек с направлением на центр оси ведущих колес, а также за счет вот такого треугольника. Поэтому, когда будете строить такую или подобную технику, то обязательно учитывайте эти параметры. По элементам питания мы будем использовать батарейки литий-железофосфат в количестве 8 штук, то есть 24 вольта, там даже будет чуть побольше, может 26. И с таким напряжением наша машинка будет бегать где-то 6 км в час, что вполне достаточно для безопасного движения по уличной территории дома. В общем, ходовая часть у нас почти готова, остается поставить сиденье, элементы питания, там джойстик, и сделать амортизацию. То есть, я думаю, распилить ее пополам, поставить втулки и воткнуть на каждую сторону по амортизатору. Тем самым подвеска будет работать вот каким-то таким образом. Хотя, может, еще все поменяется. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И очень прошу поддержать меня, нажав палец вверх. Ведь данная тема очень важная. Возможно, кто-то и хотел бы купить себе такую машинку, но просто не имеет возможности. А мы покажем, как это можно бюджетно
и самостоятельно все собрать. Допустим, даже кто-то из вас, если захочет делать такие вот машинки на продажу, это уже очень хорошо, ведь вы не только обеспечите себя работой, но еще и поможете людям с ограниченными возможностями. В общем, у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами, как обычно, был Денис Механик, и до новых встреч.